Разработка «Леопарда-1» началась в 1956 году, а на вооружение он поступил в 1965. Это стало изменением в немецкой философии танкостроения. По сравнению с предыдущими машинами, например, «Пантерой» или «Тигром-2», в новом танке больше внимания было уделено орудию, а не броне. Еще при проектировании было решено, что не стоит делать такую броню, которая выдержит попадание чего угодно. В теории, чем бы по танку не выстрелили, оно все равно бы пробило его броню. Поэтому требования к защите были довольно простыми, а приоритет отдали мобильности и вооружению. В итоге было решено использовать британскую 105 мм пушку Л-7. Отличное, надо сказать, орудие. Также был установлен 25-литровый дизельный двигатель МТУ. Все это оснастили ходовой частью с торсионной подвеской, и получился танк. Первоначальная версия «Леопарда-1» была оснащена простой литой башней на сварном корпусе. Экипаж состоял из 4 человек. Мехвод располагался впереди справа, а слева от него хранились боеприпасы. Позади него в правой части башни находились наводчик и командир, а место заряжающего было слева. Внутри танка хранилось 55 105 мм снарядов. Из них 13 снарядов первой очереди, 42 снаряда хранились в разных местах обитаемого отделения. Система управления огнем была довольно простой. Имелся стереоскопический дальномер, это 2 выпуклости по сторонам башни. Прицел был частично стабилизирован в вертикальной плоскости. Стрелять прицельно на ходу было нельзя, но все же стабилизатор был эффективным, как гиростабилизатор на американских танках Второй мировой. Он позволял держать цель в прицеле, и при короткой остановке не требовалось много времени на то, чтобы открыть огонь. Система управления в отделении мехвода тоже довольно простая. Впереди находится руль, педали тормоза и газа, а справа впереди расположена рукоятка полуавтоматической коробки передач. Позади в полу имеется эвакуационный люк, и если башня повернута в нужную сторону, через этот люк смогут выбраться все 4 бойца. Подвеска торсионная, как и у многих танков того времени. Силовая установка с двигателем находится в задней части. Ведущее колесо также находится сзади. Отличительной чертой «Леопарда-1» являются увеличенные радиаторные решетки на бортах. В лобовой части танка можно увидеть множество крестообразных плиток. Это специальные снежные башмаки. У танков с обрезиненными траками, как, например, М-60, для передвижения по снегу нужно было выворачивать наружу центральную направляющую. На снегу все было хорошо, но на любой дороге с плотным покрытием повреждалась и сама дорога, и центральная направляющая. Что касается «Леопарда», да и многих других немецких танков, с его гусениц можно было снять отдельные накладки, например, каждую 10-ю, и вместо них установить крестообразные плитки. Это обеспечивало танку хорошее сцепление со снегом, не повреждая при этом дорожное покрытие. Очень умное решение. В США такое применялось только на Абрамсах, когда для его гусениц специально были созданы съемные башмаки. Сам я их никогда не видел, но читал о них в руководствах. В левой части башни находилась пистолетная бойница, которую в основном использовали для погрузки снарядов. Можно было не загружать снаряды через корму или через крышу башни, а вместо этого подавать их через бойницу, чтобы заряжающему было проще их принимать и укладывать. Большинство немецких танков и БТРов хороши тем, что на них фактически можно ездить по улицам. На них установлены боковые зеркала, поворотники и часто даже номерные знаки. Танк позади меня — это фактически «Леопард 1А1А2». Чтобы получить такую модель, брали стандартный «Леопард-1» и добавляли ему бронирование. Здесь, как видите, передняя часть башни и маска пушки покрыты дополнительным слоем брони, чтобы защитить танк от современных снарядов. Броня монтируется на резиновых блоках, что придает ей свойства разнесенной брони. Также дополнительная броня есть и в задней части башни. Далее, для получения модификации 1А1А2 нужно было установить тепловизор, который впервые появился на «Леопарде-2». На ранних «Леопардах-2» стояли камеры для передачи изображения в условиях тусклой освещенности. Камера устанавливалась в передней правой части башни за небольшой решеткой на маске орудия. С этого танка камеру сняли, но по решетке можно видеть, где она находилась. И это был не тепловизор, а пассивный ночной прицел с усилением изображения. Он не такой эффективный, но все же намного лучше активной инфракрасной системы, которая использовалась раньше.
В левой части башни достаточно места для заряжающего, чтобы он мог удобно управляться со 105 мм пушкой. Также у него есть спаренный пулемет МГ-3 калибра 7,62. Иногда его меняли на пулемет FN Mag, который в США называется М240. У командира свой пулемет МГ-3 около командирской башенки. Сбоку от командира располагался наводчик, в распоряжении которого были все необходимые элементы электрического и ручного управления. Для обзора он использовал перископический прицел и оптический прицел в маске орудия. Труба ствола орудия снабжена термозащитным кожухом. Он нужен для выравнивания температуры по всей длине ствола, чтобы тот при нагревании или охлаждении расширялся или сжимался равномерно. Если теплозащитный кожух отсутствует, то, например, в жаркий солнечный день после стрельбы ствол нагреется и расширится. А если потом пойдет дождь, верхняя часть ствола охладится и сожмется, что ухудшит точность стрельбы. Теплозащитный кожух препятствует этому. Кроме того, на масках многих пушек устанавливали дульный визир, по которому можно было проверить, не имеет ли места деформация ствола и какие поправки нужно вносить при стрельбе. У командира имеется собственный небольшой перископ. Он не стабилизирован, но позволяет командиру выполнять поисково-ударную роль. Он ищет цели и может прямо указывать на них наводчику. Кроме перископа для командира, есть еще несколько перископов в командирской башенке. И, конечно, у него есть командирская ручка управления. Для большего удобства бортовые экраны сделаны не из привычного металла, а из гибкой резины. Такие экраны изготовлены главным образом для защиты от пыли, а не от снарядов. В них прорезаны небольшие ступеньки, чтобы было удобнее забираться на танк и слезать с него. Гусеницы двухпальцевые. Очень удобная конструкция, которую немцы начали использовать повсеместно после выпуска «Леопарда-1» и продолжают использовать до сих пор. Разумеется, существует множество различных моделей «Леопарда-1», и это лишь одна из них. Давайте посмотрим на модификацию А4. «Леопарды-1» строили партиями, и в пятой партии, выпущенной для немецкой армии, 110-й танк был выпущен с новой башней. Она была не литой, как оригинальная башня, а сварной и квадратной. Новая башня была просторнее внутри и практически ничего не потеряла в бронировании. Такой моделью был «Леопард А3», а за ним появился и А4. Внешне танки отличаются прежде всего командирским перископом. На А3 он цилиндрический и очень простой, а на А4 полностью стабилизированный панорамный. Позади меня как раз А4. Это, по большому счету, один и тот же танк. У них одинаковые двигатели на 870 лошадиных сил, одинаковые стереоскопические дальномеры, одинаковые британские пушки Л-7 калибром 105 мм. Однако А4 оснащен полностью стабилизированной системой управления огнем, а на более ранних танках была полустабилизированная система. Остался и привычный корпус фары прожектора в верхней части маски орудия. Это была фара инфракрасного либо белого света. Ради улучшенной системы управления огнем пришлось пожертвовать пространством внутри башни. Компьютеры заняли куда больше места, чем раньше. Так что даже в увеличенной сварной башне внутреннее пространство было таким же, как в литой, а то и меньше. Последние «Леопарды-1» были построены для немецкой армии в 1979 году, а в 1981 их снова стали выпускать для Греции. Эти танки получили широкое распространение. Если какая-либо страна не разрабатывала и не выпускала свои собственные танки или не получала технику бесплатно из Америки в качестве военной помощи, если за танки нужно было платить деньги, то чаще всего покупались «Леопарды». Они эксплуатировались в таких количествах, что их даже стали называть евротанками. Для «Леопардов» создавались множество программ по модификации, и они до сих пор служат во многих странах мира. И не забудьте посмотреть обзор танка М41 Волкер Бульдог, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнаете, в каких еще танках мы побывали.